Добрый вечер, дорогие товарищи. Добро пожаловать на новый, уже четвертый по порядку стрим с разработчиками нового авиасимулятора Ил-2 «Штурмовик. Битва за Сталинград». Сегодня, по традиции, с вами в эфире генеральный продюсер игры проекта Альберт Жильцов, он же Лофт, и я, Андрей Шумаков, комьюнити-менеджер. Всем привет. Я не могу просто удержаться, чтобы не рассказать вам эту историю про двух чудесных ночных радиоведущих. То есть, если вы думаете, что вот это сейчас идут какие-то первые секунды этого стрима, то вы сильно ошибаетесь. Мы с Андреем уже 10 минут вели стрим, чудесно шутили с вами. Пара шуток была вообще просто отличной. Только через 10 минут мы выяснили с ним, что запись идет локально и никакого стрима не происходит. Поэтому такое легкое дежавю у меня по поводу здорования с вами. Я предлагаю эту запись как-то продавать с премиум изданием. Отдельно, да, мы ее выложим, эти 10 минут режиссерской версии, не вошедшей. Ладно, дорогие друзья, надеюсь, что сегодня у нас не будет с вами никаких технических проблем, ничего не будет лагать, все будет хорошо. Всем вам рекомендую, у кого есть такая возможность, немного прибавить яркость на мониторе, так как сегодня мы будем говорить про ночное время. Ночное время, время темное, соответственно, и картинка темная. У меня на мониторе все более-менее хорошо, так как мы настроили, но, увы, пожатие сначала кодеком, через стрим, потом кодек YouTube, все, конечно, это немножко уфарширует, поэтому, если есть возможность, сделайте посветлее, чтобы увидеть как можно больше деталей. Все, переходим от пустых разговоров, да, от прелюдий переходим к непосредственно контакту, да, так скажем, переходим к контакту, для того, чтобы как можно больше... Потому что сидим мы здесь в темной, холодной комнате. Да, вжились буквально в роль. Андрюха в куртке, у нас холодно, в Москве внезапно стало холодно в офисе, поэтому все очень натурально, я прям потираю руки для того, чтобы согреться. Ну что ж, добро пожаловать в ночное небо Сталинграда. Я убрал паузу, вокруг нас с вами много всего происходит, обо всем поговорим еще раз отдельно. Чуть дальше. Сегодня в стриме, в общем-то, у нас задача исключительно такая графическая. Мы подумали над темным временем суток, постарались добавить некоторые в чем-то уникальные вещи, эксклюзивные вещи, для того, чтобы вам было интересно в том числе и в ночное время перемещаться и выполнять ночные миссии. И сегодня о некоторых таких фичах я расскажу. Не все из них финальны. То есть многие вещи, которые я буду показывать, это пока только наметки технологий. Что-то еще нужно будет порисовать, дорисовать, что-то, возможно, даже переделать. Ну, а что-то уже закончено. Ну, я где-то буду говорить конкретно, где-то нет. Вот над нами пролетают захваченные лучами прожектора группа мессершмиттов. Ай-яй-яй, голова дальше не вращается. Вон они туда вдаль ушли. Ну, мы еще, я думаю, встретим их. Давайте начнем с самолета. Ночное время для производства в авиасимуляторе тоже дело весьма непростое. Так как источников света мало, они все очень рассеянные, и, соответственно, не очень просто передать какие-то моменты, какие-то элементы. Мы постарались, соответственно, все те материалы, которые для нас с вами работают днем, точно так же работают ночью, конечно же, давая совершенно иную картину. Я выбрал лак для того, чтобы легче демонстрировать. Сейчас некоторые отражения, например, в стекле звезд слишком яркие, мы об этом знаем, все это мы поправим, за это не переживайте. Вообще звезды сейчас слишком ярко отражаются в самолете, как источники света, это тоже все будет еще поправлено, сделано лучше, т.д. и т.п. Кстати, был вопросик, я знаю ответ и знаю, что его уже озвучивали. Но еще вопрос насчет того, можно ли будет по звездному небу в игре ориентироваться. Да. Я вот уже знал, что этот вопрос будет именно такой, специально отзумился для того, чтобы показать вам весь небосклон. Он совершенно реальный, в нем реальные созвездия. Поскольку мы использовали астрономический атлас, то в общем и целом даже на 42-й год положение звезд и Луны, там, исходя из календарных дат, будет более-менее правильное. Но, уважаемые друзья, я не астроном, я только такой сочувствующий любитель звезд, поэтому в процессе пользования, если кто-то из вас укажет нам на какие-то недостатки, то мы вот пойдем даже на изменение звездного неба. Но как я уже сказал, оно правильное, его можно использовать и для навигации, в том числе и
еще оно красивое. Сейчас у нас где-то 3 часа ночи примерно, то есть луна у нас такая уже у горизонта. Так, перейдем к следующей части марлезонского балета. В действительности в движке сейчас для вас много разных объектов передвигается, и все эти объекты мы показываем так, как все они имеют освещение или реагируют на освещение, или являются частью сцены. Все это мы с вами еще впереди посмотрим, чуть-чуть попозже, скажем так. Давайте сейчас вернемся назад в кабину и будем последовательными. Начнем с простого, с того, что вы уже видели в блоге. Это освещение приборов. Ночь у нас сейчас, можно сказать, практически безлунная. Луна у горизонта и много света не дает. Поэтому автоматически шкалы начинают светиться так, как обработаны специальным составом. У немецких самолетов это чуть по-другому. Если успею, сегодня покажу еще Мессершмитт. Вот, сейчас в лаге это вот так вот по-советски сделано. Значит, соответственно, если вам недостаточно этого света для полетов, то мы с вами включаем подсветку шкал приборов. Видно становится существенно лучше. Приборы читают. Я, если честно, даже днем ее иногда включаю для лучшей видимости. И последнее, это если... ну, сейчас вы этого не увидите, если есть повреждения или какая-либо иная необходимость, то существуют еще лампы освещения в кабине, вот, которые включаются дополнительно. И они уже, да. Был вопросик с внешних видов, видно ли освещение в кабине? Да, приятно отвечать на этот вопрос. Вот сейчас оно включено, и, соответственно, вы можете видеть, что и внутри оно тоже существует. Более того, оно даже дает отцветы. Ну, лампочки слабые, поэтому эти отцветы не сильные. Да-да, все видно. Гомогенность технологий, скажем так. Когда уже начинаешь делать симулятор, то после этого мелочей в нем практически не бывает. Итого, вернемся назад. Это подсветка ламповая на лаге. Светит лампочки. Тоже иногда удобно. Так, вернемся к освещению шкалам. Заведем двигатель. Давайте взлетим. И подвигаемся в воздухе, посмотрим, как некоторые вещи смотрятся с высоты. Некоторые элементы, которые я сегодня буду показывать тем, кто уже играл в предыдущие наши проекты, например, в Rise of Flight, эти элементы знакомы. Ну, а те, кто не играл, те увидят это в первый раз. Некоторые элементы мы перенесли практически в том виде, в котором они были в рофе. Некоторые элементы перенесли с существенными изменениями, дополнениями и улучшениями. Был, кстати, такой вопросик. Хотелось бы понимать, какое место будут занимать ночные действия в проекте. Я так понимаю... Ну, они будут. То есть сегодняшний вот как раз ночной стрим говорит о том, что ночью можно вполне комфортно летать, перемещаться. Сейчас я процесс взлета выполню. И вернусь, потому что если я сейчас буду очень много думать или говорить, то могу зафейлить. Осветительная ракета по пути нам попалась. Старт следующий. Там впереди чуть видно, что посадочная лампа освещает. Оторвались, шасси убрали. Да, Андрюх, возвращаемся к вопросу. Да. Был еще такой специфичный вопрос. Хардкорный мультиплеер, как бы, я думаю, можно ли будет в игре так выкрутить освещение, яркость, что вот ночью она будет не ночью, нивелируется все, собственно. Ну, мы опытные онлайновые бойцы, знаем, что такие читы есть. Внутри игры этого не будет, но, конечно, никто не помешает вам выкрутить яркость на мониторе и получить такой же эффект. В деревнях вокруг расположены прожекторы, которые следят за вражескими самолетами, которые здесь летают по кругу. А зенитчик нет на карте? Нет, на этой нету. Но я уже вот поздно подумал, что да, зенитчики можно было тоже для антуража добавить. Не добавил. Сейчас легкая дымка еще присутствует, которая немножко скрадывает все, потому что время к утру движется.
солнце всходит поздно, но тем не менее всходит. Восходит, точнее. Я забрался повыше, света здесь уже достаточно. Ну, прожекторы сверху большого интереса не представляют. Внизу вот сейчас мы видим огромное пятно, это пятно от осветительной ракеты. Мы уже сегодня в офисе поспорили на тему того, что они пока слишком яркие. И это поправим. Еще внизу видны автомобили, вот фары от них сейчас хорошо видны. Ракета каждые 30 секунд пускается с поля, чтобы мы его не теряли ночью из виду. Так, а мы пока давайте выровняемся немножко. Ой-ой. И поговорим про разные элементы освещения на самолете. Ну вот мы взлетали, посадочную фару вы видите, я ее сейчас покажу отдельно, чтобы ее продемонстрировать. Лучше летать пониже, чтобы она освещала объекты. Пока я уберу. Про ножки было много вопросов, разговоров. Вот они. Вот так они выглядят в данный момент в проекте. Как оказалось, несмотря на то, что вопрос, в общем, кажется несложным, да, вроде как навигационные огни, но в процессе работы вот оказалось, что не самая простая задача для того, чтобы ее порешать. Ну, получилось, как мы все в офисе искренне считаем, получилось хорошо. Да, здорово. Естественно, что при удалении срабатывают лоды. Вот сейчас я удалюсь от самолета подальше и вот посмотрим на него с большего расстояния. Соответственно, определить самолет, его местоположение в ночном небе с включенными оножками большой проблемы не представляет. Видны они хорошо, с довольно большого расстояния. Но мы постарались сделать так, чтобы они были и не только декорации, но и передавали в том числе какую-то логику работы осветительных приборов на самолете. Вернемся к посадочной фаре, о которой мельком поговорили. Включим ее снова. Вернемся в кабину. Откроем фонарь. Так как мне нужно будет выглядывать из кабины. Внизу я вижу поселок. Спикируем в его сторону. И посмотрим работу посадочной фары. Дальность ее невысокая. Кстати, был вопросик, будет ли диск винта бликовать, если его свет навалит. Я думаю, будет. Ну, будет, конечно. Это мы все еще далеки от Голливуда, к сожалению, дорогие пользователи, но понимаем, что вам такие вещи нравятся. Высунем голову, насколько это возможно, потому что посадочную фару мы увидим только так. Надо очень сильно высовываться, чтобы было видно ее работу. Сейчас там классно было. Ну и, соответственно, точно так же она помогает увидеть полосы, какие-то объекты, которые находятся на Земле. Наверное, я очень рад тому, что такие элементы графические, как освещение или, например, посадочная фара конкретно, в проекте являются не просто красотой и декорацией, а вполне функциональными объектами, которые можно использовать. Спрячусь и фарку выключу. Прожектор тоже мы поставили только союзный. Так бы я вам показал, какие весьма неприятные ощущения испытывает пилот, понимая, что стал целью прожекторов, потому что захват прожектором означает скорое начало огня зенитной артиллерии в вашу сторону. И немножко сразу остановлюсь на прожекторах для тех, кто не знает. Для прожекторов у нас сделан был специальный искусственный интеллект, отдельный модуль, который славен тем, что он совершенно слепой. То есть он ничего не видит, но у него есть уши, и он хорошо вас слышит. Поэтому для того, чтобы пройти квадрат активно прикрываемой зенитной артиллерии, с использованием прожекторов старайтесь быть повыше и потише. И тогда все у вас получится. Зенитная артиллерия сама по себе без прожекторов вас тоже не видит. То есть для начала активного зенитного обстрела нужно, чтобы зенитки вас захватили, прежде всего.
И только после этого уже они смогут целиться. Вот я вижу снова, что мессер попался. Видите, лучи остановились, перекрестились. И это указание истребителям ПВО, что в этом районе находится самолет противника. Ну, или искусственный интеллект. Просто глючит. Ну, я думаю, долетим и проверим. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, как все неожиданно произошло. Еще и трогать. Это вот сейчас абсолютно не запланировано. Они меня атаковали. Потому что искусственный интеллект не знает, что у нас стрим. Самое время пожалеть о том, что зенит не поставил. Ну, в общем, да. Вот сейчас, честно говоря, у меня такое близкое к паническому состоянию, потому что я их практически не вижу. И мне мало помогают в этом месте прожектора. Они либо ниже ушли, я просто атаку поздно. Вот такой вот нежданчик случился, уважаемые друзья. Я, честно говоря, думал, что они будут нейтрально настроены. Не вижу их совершенно. Вот сейчас прожектора ловят. Где-то они ниже, чем я. Ну что, не буду сейчас рисковать для того, чтобы не затянуть стрим и не превратить его полностью в импровизацию. Ой-ой-ой, а вот это мессер. Извините, у меня просто инстинкт. Я не очень рассчитывал сделать, но вот прожектора, видите, его высветили. И у меня прям... Есть чем стрелять? Нет, ну он под меня уходит. Я думаю, что они еще столкнулись, возможно, где-то в воздухе, потому что поведение у него довольно странное. Ладно, инстинкты погасим. Вернемся к прямолинейному полету. И давайте загрузим миссию, где Луна полная, и Луна находится близко к зениту, то есть освещает максимум. Потому что сейчас вы видите такую темную зимнюю ночь. Сейчас последний проход над филдом я выполню. Признайся, ты рассчитываешь, что мессера появятся. Ну, Андрюх, не пали меня. Никаких мастеров. Ой-ой-ой-ой-ой! Еще один нежданчик случился. Второй по счету. Сначала мессера, потом не вывел пока. Болтал. Андрюха мне сообщает, что громковато звук в игре. Да, чуть-чуть убавим. Давайте попробуем это сделать, пока как раз мы на заставке находимся. Так, по поводу вопросов. Было написано очень много разного, очень интересного. Я вот один прочитаю, но я практически уверен, что отвечать мы не будем на него, мне его еще и переводить. Итак. Следы какой глубины остаются от лап зайца на снегу? При этом сила прыжка, зависящая от психологического состояния зайца, изменяющегося из-за шума пролетевшего неподалеку самолета. Дорогой пользователь, я знаю, как тебя зовут. Нет. Вот когда-нибудь, дорогие друзья, когда у меня будет теплое кожаное кресло и плед, я вам обязательно отвечу на такой вопрос «да». Но не в этом проекте. В этом проекте я продолжу быть честным. Совершенно с вами честным. Чуточку убавил, да? Не знаю, что получится в конечном итоге. Вот я сейчас на глаз, на глаз. Вот не на слух, на глаз, да. Прибавил. Так, возвращаемся в игру. Вот еще раз прошу всех прощения за два неожиданных события, которые произошли. За атаку в лоб мессершмиттов, еще и ослепленный прожектором. И за то, что не вышел последний раз. Лак очень сильно проседает. Я все время про это забываю. Я чуть поздно дал газ, и произошел момент еще. Вот так вот. Вопрос прям живой пришел. А прожектор слепит пилота? Слепит, вот как раз сейчас я на это нарвался. Слепит, покажу, поскольку прожекторы здесь по отношению ко мне союзные, то да, они меня игнорируют как цель. Так, сейчас мы с вами в лунную ночь находимся. Вот луна у нас высоко, светит ярко, соответственно, все вокруг достаточно хорошо видно, в общем-то, и без применения освещения. Вот кабина мессершмитта, я говорил, что чуть иначе она выглядит. А мы сейчас вообще звук слышим. Мне кажется, вообще из игры звука нет. А движок запусти. Запущу, но у меня такое ощущение, что просто нету сейчас звука из игры. Что нет, это? Судя по этому, есть звук. Может быть, кто-то из пользователей нам хоть что-нибудь скажет, потому что я совершенно ничего не слышу. А нет, слышу.
А нет, слышу. Да, все в порядке, я переволновался. Прошу прощения. Вот, это кабина Мессершмитта. Как я говорил, подход к освещению для самолетов для всех у нас уникальный. Здесь чуть иначе у немцев выполнена подсветка, в том числе и приборная подсветка чуть иначе выглядит. И она вот из-за этого прямого стекла менее удобная, чем на советских самолетах, так как если мы сидим с вами ровно, то свет отражается, возвращается назад, и стекло... Ну, то есть обзор вперед практически невозможен, ну или по-другому сказать, неудобен. Уберу ее. Так, в этой миссии на Мессершмитте мы летать с вами не будем. Мы сейчас перейдем к объектам наземного, разным машинкам, посмотрим них, потому что я не знаю, сколько времени у нас уходит на стрим. Половина есть уже, да, Андрюх? Половинка есть, да. Ну вот, значит, вовремя. Это дело я собрался сделать, отлично. Но опять же, Мессершмитт чуть другой по материалам, сразу покажу, что и освещение на нем работает чуть по-другому. Про яркость звездочек я уже говорил, знаем, что непорядок, знаем, что надо поправить, обязательно поправим. Посадочной фары на Мессершмитте нету. Вот не планировали немцы сражаться на фронтах по ночам, и очень зря не планировали. Вот в такую лунную ночь вполне себе возможно действие бомбардировочной авиации, поскольку специальных перехватчиков у нас нет, то в игре, соответственно, перехватом будут заниматься пользователи вот на этих самолетах. Чуть по-другому сейчас показываю, что расположены навигационные огни на Мессершмитте. Выключил. Что еще показать? А, вот, для тех, кто не знаком с проектом Rise of Flight. Открою кабину и покажу вам одну, как это правильно назвать, забавинку. Из Rise of Flight мы перенесли в битву за Сталинград возможность для пилота использовать личное оружие, но поскольку во времена Первой мировой войны это был в том числе еще и способ защитить себя, во Второй мировой войне от этого осталась исключительно функция ракетницы. Соответственно, у нас каждый пилот каждого самолета с собой несет ракетницу, вот такую же ракетницу, как вот ракету осветительную вы сейчас видите, которую запускают нам с аэродрома наземные службы. Она есть у каждого в руках, 4 заряда, по-моему, 4 цветов. И это, дорогие друзья, будет одна из основных форм коммуникации между наземными войсками и пилотами, между аэродромными службами и пилотами, ну, помимо связи, безусловно. То есть в игре некоторые виды техники или там типы войск или классы, скажем так, будут с вами общаться при помощи осветительных ракет, показывая вам разрешена, запрещена посадка и т.д. и т.п. А, кстати, наземчику сегодня успеем показать? Да, сейчас все будет. Она там ездит. А, вон едет. Сейчас все будет. Сейчас я закончу про ракетницы, потому что такой вопрос наверняка будет много здесь нюансов и вопросов от пользователей. Вот, соответственно, точно так же вот в Мессершмитте есть специальное место, куда можно вставить ракетницу и произвести выстрел за пределы самолета, потому что кабина в полете не открывается. На советских самолетах можно просто открыть фонарь и сделать выстрел в любую сторону, в том числе таким вот они сверху. Меня просто очень манит. Сейчас я сдерживаюсь невероятным усилием воли буквально. Но хорошо, хоть они не атакуют меня стоящим на стоянке, потому что я был удивлен того, что они меня атаковали. Я думал, что они пассивны. Ну, было бы любопытно, если бы мессера атаковали мессера. Хотя им все равно. Там, и, во-первых, им все равно, да. То есть, с точки зрения миссии, мне сейчас просто это советский мессер, скажем так. Вернусь к ракетнице, в том числе, если у вас есть возможность сделать выстрел из ракетницы в полете, то это также средство коммуникации для вас с другими пилотами. Для того, чтобы достать ракетницу, вот я нажимаю несложную комбинацию клавиш. Уже говорили нам, что вот вы руку с ракетницей сделали, может ведь несложно, наверное, все остальное тело сделать пилота. Ну да, ну, конечно, мы это можем, раз у нас есть рука с оружием, но пока не планируем. Вот, объект, как видите, полностью трехмерный, рука, вот я ее перемещаю, по ней перемещаются тени. То есть, так вот, не фейковый объект. И, соответственно,
Оп, Прошу прощения. свернули У случайно. меня, да, игра просто в оконном режиме. И, собственно, выстрел. Как я уже сказал, у нас с вами есть разные цвета. Мы можем использовать красный, зеленый, желтый и белый. Каждый из этих цветов может что-то означать. Во времена полета в Rise of Light мы, например, с товарищами договаривались. Вот как видите, да, еще раз, что каждый источник света — это реальный источник. Зеленый сейчас падает пониже и сильно нас освещал. Давайте желтую еще посмотрим. Вот, у нас каждый цвет означал разные события во время боя. В том числе это неплохой и такой достаточно, ну, скажем так, честный способ указать свое местоположение, в отличие от того, что у нас было в оригинальном L2, типа там дымов или бесконечно видимых аношек. Давайте еще один выстрел я сделаю и покажу с внешнего вида, что это влияет на освещение самолета. Сейчас очень сильно, мне кажется, у нас задран свет, но мы по этому поводу еще подискутируем внутри офиса. Вот падает ракетница. Вот, безусловно, весь ее свет пришел к нам, поскольку у нас зима и все очень черно-белое и сильно контрастное. То пока вот так, но понастраиваем. Вам хотел только сказать, что технология это уже есть. Вот видите, если я приближу, то вы увидите, что даже на внешнем виде, в том числе, если ракетницу я достал в кабине, то на внешнем виде, соответственно, пилот в анимации будет с этой ракетницей. То есть даже пролетая рядом с каким-то самолетом, вы можете определить, в руках ли сейчас ракетница у пилота. Мелочь, а приятно. Все, дорогие друзья, оставляю самолет, уберу ствол. Кстати, если не ошибаюсь, вот снаряд от ракетницы, он рикошетит, отскакивает, да? Я видел. Да, сейчас мне будет очень тяжело это показать, потому что еще пока там есть со светом, со самой освещенкой глюки, да. Но впереди, да, он рикошетит от всего. Весьма забавно его забрасывать в разные лесные массивы, очень красиво все освещается, все это работает. В этом смысле все по-честному. Ну, настолько, естественно, насколько нам позволяют технологии. Давайте перейдем к другим участникам марлезонского балета. Уже сразу я уже извинялся, извинюсь еще раз. Немало еще пока глюков в игре. Давайте от машинок куда-нибудь еще перейдем. К танкам, например. Еще немало глюков в игре. Тут еще освещенка тоже подглючивает, поэтому я всех прошу с пониманием к этому относиться. У всех практически объектов в игре есть фары. Много может быть споров по поводу целесообразности и то, что там выключали и т.д. и т.п. Об этом мы с вами подумаем. Может быть, мы просто в редактор добавим такую функцию, как там, не знаю, светомаскировка или что-то в этом духе. Но сейчас мы это оставили, потому что, в общем-то, это один из основных способов поиска наземной техники на Земле. То есть, когда мы с вами сверху посмотрим, то мы довольно далеко будем видеть, как работают прожектора у техники. И таким образом сможем легко определять ее местоположение, в том числе в городах и т.д. и т.п. Еще раз говорю, за, скажем так, реализм в отношении наземной техники и ее использования, вот в частности, например, фар, мы с вами поговорим отдельно. Ну, не с вами, мы в офисе поговорим. Как я говорил, машинка, как видите, снег, разные типы, скажем так, поверхности по-разному реагируют на источники света. Сейчас вот мы едем по такой укатанной льдистой части полосы, и, соответственно, она реагирует на свет определенным образом. После того, как повернем на снег рыхлый, вот потом увидим, что он чуть по-другому будет. То есть, в том числе и такие мелочи мы постарались сделать аккуратно, стоп-сигналы буквально, для того, чтобы вам, дорогие друзья, было интересно играть. Вот здесь вновь ракета пролетела. Сейчас пока есть небольшие глюки с освещением, я уже знался. Вот смотрите, выезжаем мы, вот сейчас был небольшой кусок по снегу, свет реагирует чуть-чуть иначе. Они здесь просто ездят по кругу, как раз исключительно в этой миссии для демонстрации. То есть никакой особенной специальной деятельностью они здесь не занимаются. Двинемся дальше. Посмотрели уже танки. Перейдем от танков
ракетным системам залповым. Давайте чуть-чуть отзумимся, чтобы вот отсюда понаблюдать, как ночью действуют реактивные минометы. Сейчас мы слышим эхо разрывов, значит, сейчас они в процессе перезарядки находятся. Это займет какое-то время, хоть и небольшое. Пока вопросик задам. Давай. А планируется ли какое-нибудь другое наземное освещение, кроме вот аэродромов, прожекторов? То есть какие-нибудь промышленные зоны или что-то, допустим, горящее в Сталинграде? Только если условно, так как каждый динамический источник света стоит нам ресурсов, ну не нам, вам, вашим компьютерам стоит ресурсов, соответственно, большое их количество приведет к ощутимым проседаниям FPS. А это, как я всегда говорю, это вау-фактор на 5 минут. Поэтому нам нужно здесь найти или какой-то очень специфический способ, специфический путь реализации этой фичи так, чтобы она не влияла так драматично на FPS. Вот, либо сделать это как-то иначе, но точно не в лоб, то есть не просто наставив там несколько десятков, сотен динамических источников. Это путь неправильный. Ну, подумаем на эту тему. Ну, вообще, конечно, для меня лично всегда все-таки важно еще восприятие военного зимнего Сталинграда заснеженного в 1942 году. Как-то не кажется мне, что здесь было много света. Кажется мне, что в основном это были костры и пожарища от горящих объектов в городе. Вот это, наверное, было такое основное освещение Сталинграда 1942 года, нежели какие-то электрические лампочки. Кстати, вопросик вот по поводу той картины, которую сейчас видим. Вот тут сплошь белое поле. Был тоже вопрос при подготовке к стриму. Ребята спрашивали, будут ли ландшафты, с желтым снегом. Ну, желто-грязные, я имею в виду. Вот мы еще пока об этом Стали ли мы этот период хронологически? Нет. Все у нас начинается после того, как снег выпал уже таким полным, плотным покровом. Честно говоря, это даже не только творческое решение. Мы, в общем-то, по этому поводу весьма серьезно парились во время посещения Волгограда, Сталинграда весной этого года, когда были в музее, разговаривали, сейчас я не помню с кем, но что-то близкое к искусствоведу музея, то есть к женщине достаточно серьезной должности, чтобы ожидать от нее точных ответов. Я прям вот не поленился задать этот вопрос, потому что весной мы еще сомневались в периоде, и поспрашивал у нее о датах, когда снег выпал устойчиво. Вот мы с ней определили, что на те даты, на которые у нас происходят события в игре, реки в основной своей массе уже были замерзшие, то есть бойцы и легкая техника уже переправлялись через лед, а соответственно земля уже была полностью покрыта снегом. Поэтому если мы что-то и будем делать, то, видимо, в виде каких-то потом дополнений или, как правильно сказать, аддонов к игре. Изначально в релизе мы с вами получим только зимний заснеженный Сталинград. Хотя да, мне интересно, конечно, посмотреть, как движок нарисует нам и лето, и все остальное, потому что зимний период времени рисовать, конечно, сложно, так как вы лишены буйства красок, большого количества цветов, вынуждены использовать везде черно-белую гамму. Это, конечно, накладывает свой отпечаток на дизайн. Что-то паровоз ехал и устал. Показывал я вам на паровозе, что в том числе и паровоз вот имеет тоже конусный источник света. Вот сейчас хорошо видно, что он освещает только определенную часть, определенную область. И что-то он совсем у меня встал. Ну вот. Может, он приехал? Приехал, конечно. Приехал просто. Привез что-то. Письма, может быть, бойцам он привез на фронт. Будем радоваться этому. И фару погасил. И фару погасил. Приехал, понимаешь? Вот дело-то в чем. Время у нас вышло. Он все правильно сделал. Ха-ха, все.
Вот я переживал, что стрим будет, к сожалению, очень коротким, и что далеко не все, и даже, может быть, не половину от всего, что мы хотели бы вам показать, мы покажем. Но еще не все сделали, что запланировано. Безусловно. Ну хорошо, что хотя бы галопом вот успели показать некоторые элементы. В общем, главное, что хотелось вам сказать, дорогие пользователи, это то, что стараемся мы большинству мелочей уделять внимание. То есть не переживайте за это. Вот звездочки, меня отражение звездочек очень сильно волнует. Я постоянно вылезаю наружу, чтобы их посмотреть. Стараемся уделить внимание этим самым мелочам, для того, чтобы везде в игре, в каждом ее углу, в который вы попадете, для вас все было подготовлено для интересного, увлекательного игрового процесса и реконструкции в том числе. И этим стримом хотел вам сказать, что вечернее, позднее и в том числе ночное время в игре это тоже не для галочки, и все миссии, которые вам будут попадаться на это время, надеюсь, будут очень интересными. Это точно. Пара вопросов прямо под завязочку. Давай. 2 штурмовик и кабину когда увидим? Скоро, готово. Отлично. Готово скоро. Сейчас надо тряпочкой, знаете, подготовка, как в салоне автомобиля к продаже происходит. Там, Локтем отполировать. конечно, надо. И хенка. Нет, давайте до конца конкретно говорить. Ил-2 готов и внешка, и кабина, он уже летает, уже начитаю его настройку, то есть все в порядке. Я думаю, что в ближайшем стриме мы покажем. Более того, готовы для него модификации, в том числе и место стрелка, и поэтому одним из таких увлекательных моментов следующего стрима будет посмотреть на все на это глазами стрелка. Честно, в окулюсе мне сыкотно. Вот даже виртуально, мне виртуально сыкотно, конечно. Я после того, как сам все это своими вот так вот в игре посмотрел, к тем людям, которые или вынужденно, или по зову по какому-то выбирали для себя вот эту роль стрелка, это, конечно, ну такой серьезный, скажем, психологический удар. Вот удар по психике, каждый вылет. Ну, все посмотрим. Про Хенкель пока... По Хенкель рано пока говорить. Хенкель еще... ну, давайте все-таки назовем это на начальном этапе. То есть там только 3D готовится. Может быть, какие-то картинки будут через, может быть, месячишка. Вот, пешка, я думаю, раньше существенно пешку вы видите. Или штуку, или як. Потому что все эти самолеты тоже сейчас в работе. Что еще, Андрю? Возможно, пару слов ребятам с нашего сбугорного форума. Окей. Hello, guys. Hope you listen us well and know any technical issues. Today we try to demonstrate you a lot of elements from nighttime, like lights, and new type of lights, how the lighting work with surfaces, with airplanes, and different other aspects to say you that the nighttime or the evening time in a game is also very cool and interesting to look, to play, and so after subtitles will be prepared for you. You can understand everything we're talking about. So nice to know you listen us. Bye. Ну, на этом, пожалуй, все. Мы даже по хронометражу чуть-чуть выбились из обычных графиков. Ну, господи, там минуты 4, но мы и задержали. Буду наказан. Все, дорогие друзья, большое вам спасибо, что эти 30 минут вы провели с нами. Большое спасибо всем тем, кто продолжает поддерживать игру и финансово, и своими постами. Большое спасибо всем, кто делает ролики, скриншоты на этом раннем этапе. Мы все смотрим их дружно в офисе. И огромное вам спасибо. Вы заряжаете нас неизменно здоровым оптимизмом и даете нам силы двигаться дальше по этому не всегда легкому пути. Все, спасибо, ребят. Хорошего всем вечера, утра, дня. Увидимся на следующей неделе. Ну и в эту пятницу со мной в блоге. Всем счастливо.